Ребятки, я вас всех приветствую в преддверии Самайна. Все, кто присоединяются, всем добрый вечер. По поводу качества звука и видео прошу также написать мне, обратную связь дать. Добрый вечер. Сегодня у нас будет, не скажу, что давайте так, по сложности, необычный и нелегкий ритуальчик. Потяжелее мы запустим, конечно, уже после Самайна. Но и тем не менее он будет. По ритуалам, думаю, все уже в курсе. Да, свечу моему роду, кому не жаль свечей, и своему роду. По отдельности, либо в одну вложите, вообще без проблем. Не суть важно. Суть в том, чтобы работа родов велась. Как вашего, так и моего. Моего и так ведется, но давайте объясню подробней. Таким образом, вы делаете свой вклад в этот ритуал. Соответственно, для вас он сработает лучше. Надеюсь, поэтому все понятно. И еще кто новенький, пожалуйста, кормим птичек и бездомных животных на улице. Дальше по поводу храмов, подношений, требы богам, все на ваше усмотрение с учетом ваших наработок личных. Это если вы с ними сотрудничаете. Итак, сегодня у нас будет ритуал, скажем, давайте так, хорошим, осознанным личностям во благо, всем остальным, вы знаете, по моим лучшим традициям, приятный пиздюль под затыльником. То есть я без этого, естественно, ритуалику не делаю, дабы всякая нечисть не пользовалась тем, на что не заслужила и не наработала. Есть еще некоторые моменты, прежде чем я начну, по поводу обсуждения. Ребята, вы не попадаете на прямые эфиры. Кто писал мне в комментариях, я не попадаю на прямые эфиры. По одной простой причине. Те эфиры идут в записи. Потому что я интегрирую свои ролики с предыдущих каналов. То есть, по факту, живой эфир я делаю 2 раза в неделю. Все остальные идут в записи, поэтому вы не можете участвовать в чате. Все намного банальнее. И по поводу комментария одной мадам. Коль она есть мадам, не помню, какой расклад я уже делала. А вот уточните там, а это вот это, или вот это, или вот это, если не трудно. Даже не прозвучало слово «пожалуйста». Уважаемая, а вам не трудно пойти и поработать за бесплатно? Ну или на вот эту фразу, если не трудно прокормить себя, либо своих детей, коль такие есть. То есть, пожалуйста, да, давайте будем адекватно мыслить. Я надеюсь, это тоже всем понятно. Итак, ребят, по самому празднику ритуал я уже буду закидывать. Сейчас, секундочку, я помолчу, поумыкаю, поговорю то, что мне нужно сказать. Итак, погнали. Праздник Самайна. Я не буду сейчас вдаваться в риторику о том,
как Бог покидает эту землю, что дальше происходит. В саму Вику я вникать не хочу, нет желания. Все это есть в интернете, кому интересно. Суть данного праздника в том, что открываются врата между миром темных и миром живых, между миром мертвых. Но в этом году откроются врата в мир темных. Немножечко более обширно, нежели они открывались предыдущие года. И вот сегодняшним раскладом я хочу посмотреть, что же вам принесут эти врата, или что вы достанете оттуда. Я не знаю, кто из вас будет ритуалить или не будет, вот. Но тем не менее по энергиям все равно будут изменения. И для тех, кто в ритуалике, в магии, и те, кто не совсем там. Либо по каким бы то ни было причинам не могут ее совершить в этот день. Итак, ребята, единственный момент я хочу уточнить. Напишите мне, пожалуйста, сейчас в чате, делать расклад чисто для нас любимых, или посмотрим, что из этих порталов понатягивают к себе недоброжелатели тоже. Почему? Потому что все равно мне на несколько вариантов идет. Я знаю, что будет один отдельный вариант для тех людей, кто ко мне записался на Самайн, на чистке, потому что работа, часть ее проделана, и нужно понять, куда мы движемся. Это для всех в общем, но и тем не менее, именно для тех, кто, так сказать, в курсе вообще того, что мы запланировали, что мы делали и для чего. Ну, вот для тех будет вот эта вот часть. Вот так вот. Поэтому этот вариант можете даже не загадывать, все те, кто остальные. Так, комментариев нет, значит... Ага, появились. И для врагов. Ну, я так и подумала, что есть смысл. Почему? Потому что все равно не знаю почему, но сказано было, что да, нужно несколько вариантов, надо просмотреть их всех. Итак, вариант первый. Вариант второй. Это идут недоброжелатели. Вариант третий. Вариант четвертый. Ребята, короче, смотрите, вопросы любовного плана, семьи, отношений, союзов, соединения энергии в любом контексте, особенно по сердцу, которые заключаются, будут разрешены эти все союзы и вопросы с союзами людей по справедливости после этого праздника. Сейчас я объясню. Здесь могут быть все люди, которых вы любите. Дети, родственники, жены, мужья, друзья. То же самое. То есть вся вот эта любятина магическая, которая была сделана, она начнет выползать наружу. И все равно людей будут ставить на выбор. После этого, ну, естественно, будет, так сказать, рокировка происходить. То есть кто-то может встретить свою вторую половину, кто-то расходиться начнет более активно, ну и тому подобное. Итак, это мы смотрим на врагов и
первый, второй, третий вариант на себя любимых. Поняли, да? Вот это на врагов загадывайте. Хотите на каждый вариант по врагу. А вот из этих себе один вариант выбираете. И сейчас я буду раскладывать. Уточняющие. Сам вообще расклад интересен, что выйдет. Ой, какая прелесть-то у нас. Так, от предков духов рода ожидайте послания, новости какие-то будут. Но это само собой разумеющееся в такой праздник. Так. Так. По недоброжелателям. Короче, хочется мне посмотреть, что из портала из этого, из открытых врат каждый для себя достанет в этот праздник. Что для вас там будет актуально и вообще о чем это для вас, да? Энергии будут весьма и крайне интересные. Если кто думает, что этот Самайн пройдет так же, как обычно, это большое заблуждение. Он не пройдет так, как проходил обычно. Те, кто в потоке, вы поймете, о чем я. Да, или вы все остальные, в принципе, вы увидите, что у вас поделится на до и после. Здесь вот так вот мне хочется. Кстати, по девочке, по последним новостям, для кого, помните, мы смотрели на финансы, у кого есть затыки и ситуации с бывшими, вот их шкуры перебивают вам финансовый поток. Почему? Потому что мужик там, ваш бывший, зависит, даже если не о бывших речь, мужик зависит в деньгах от женщины от этой. И она думает таким ходом, мол, у вас не будет денег, и ему не будет смысла к вам идти. Но это все, как говорится, лирика. Почему? Потому что этот мужик, особенно с бывшими, это очень хорошо отыгрывается. На самом деле живет, даже если и живет, для кого это актуально. Для кого актуально, что уже они разошлись, ну, разошлись и хорошо. Короче, смысл в том, что даже когда он с ней жил, он постоянно держал вас в голове. То есть эта баба прекрасно знала, что он ее, извините, трахает, но она никогда не займет вашего места в его башке и в его сердце. Но это не отменяет того фактора, что и один, и вторая распространяли пиздеж в вашу сторону, за вас, за вашу жизнь, магичили вдвоем, а потом по отдельности. Так что вот так вот. Так, надеюсь, все из вас определились, кому что нравится. Поехали. Первый вариант для недоброжелателей. Что эти люди для себя из портала откроют? Я пока вот так вот карты разложу. Парам-пам-пам. Вы знаете, здесь люди, которые изучали магию для того, чтобы держать возле себя человека.
Сейчас, секунду. Здесь такие персонажи, которые в свое время отказались от тех уроков, которые им нужно было пройти. Это было уже некоторое время назад, несколько лет. Здесь люди не... Короче, здесь человек не захотел обучаться. Именно не в плане, да, возможно, даже бросил какое-то обучение. Может и так проиграться. Но в основном здесь человек не захотел проходить уроки жизни, учить именно их. Понимаете, вместо этого он начал изучать магию. И все для того, чтобы в итоге наткнуться на вечную борьбу за человека, которого ты возле себя держишь привороты. Этот человек отвернулся от цели и начал сражаться. Только вот вопрос, а не с самим ли с собой ты начал сражаться? Так вот, после этого Самайна, хочет этот человек, либо не хочет, если он не начнет, то есть его возвернут в то время, хочет он этого или нет, он будет эти уроки учиться проходить. Но только сами понимаете, что когда мы моложе, это делается проще. А здесь именно наработанная карма за привлечение любятины. Потому что, видимо, так было легче. Вместо того, чтобы пойти обучаться новому, идти в новую жизнь, в свою жизнь, вообще что-то новое привносить. И здесь человек как будто, а вот я сказала, и так будет. Уроки он эти все равно будет проходить. Здесь для человека очень важно, чтобы кто-то все время был чем-то либо кем-то занят, пока этот персонаж проворачивает свою магию. У меня такое ощущение, что здесь сразу держала баба своего мужика, либо ни одного приворотами. А потом она пошла дальше. Она решила, что она будет создавать треугольники тогда, когда пожелает и тем, кому захочет, дабы одни расходились, с другими сходились. Потому что так надо. Но человеку хочется стабильности со своим родом. Для этого нужно учиться. Учиться она здесь не будет. Не будет, это не для нее. Здесь либо обращение к практикам, либо сама фиячит. Но здесь баба, которая пьет на тихорцу, чтоб никто об этом не знал. Понимаете, она не хочет изучать ничего нового, соответственно, в новых энергиях этого мира, этой планеты ей не место. Потому что она четко опирается лишь на то, что работало у нее в магии прежде. А оно уже не работает. А человек в иллюзиях. Причем иллюзии настолько сильны, что, вот знаете, как лбом шибет стены. И не понимает, что стены стали прочнее в этом направлении.
Понимаете, в свое время этот человек, когда пошел в магию и думал перед первым своим приворотом, первой своей пакостью, у него были страхи. И с тех пор человечек этот постоянно, знаете, себя совершенствовал, то есть работа легла, все получилось и тому подобное. У человека сложилось впечатление, что он вершит судьбы людей, соответственно. И когда сейчас у нее появляется страх, она его отодвигает на задний план. Но в нынешней ситуации этот страх надиктован не проверкой на вшивость, а скорее как высшие силы пытаются таким образом обратить внимание этого человека на то, что ты стену не пробьешь, ты расшибешь себе башку, и мы еще подбавим тебе за это. Но здесь вряд ли кто-то что-то будет понимать. Здесь человек, отвергающий все новое. Вот у меня по-старому, мол, работало, почему сейчас не работает? Все равно заработает. Значит, я не 2 раза побегу на кладбище, а 12, к примеру. Понимаете, с одним и тем же ритуалом. Я же сказала, здесь баба, мать, тетка, здесь в годах баба. Эта женщина сейчас в треугольниках. Ее предали. И это по справедливости. Это от предков духов ее рода. Она не обрела стабильность своего рода. Она является тем слабым звеном, которые зачастую и родовую ветку заставляют обнищать. Здесь, я еще раз повторюсь, баба пьющая. Здесь чья-то мать, свекровь может проигрываться. Женщина в годах. И еще момент. У бабы подселение есть. Это не новость при таком раскладе. Она одержима вот этой идеей. Понимаете, здесь недолюбленная девочка, которая решила, что с помощью магии она будет и дальше воротить это все. То есть, соответственно, кого вы там загадали, этот человек тормозить не будет. Это ее и погубит. Она еще больше засядет в свои непроработки. Так. Сейчас я еще хочу уточнить кое-что. Я хочу посмотреть, чем ее штрафанут. Именно в сам праздник. Вот смотрите, сколько колод и уже какая подряд это идет. Нет, никакая подряд. Здесь что-то с бухлом вопроса. По сердцу долбанет за треугольники. Здесь четко и конкретно, ребята. Здесь штраф за то, что человек разрушал чужие семьи, допустим. Сына, дочь с этим разведу, с этим сведу, этого больше бабла, здесь мне больше на лапку кинут. Понимаете? Вот такая вот тематика. Вот за это по сердцу и ебанет, если на физике. Если физику не заденет, сердечная чакра, вот все то, что делано, будет на нее же выброшено через этот портал. Здесь четко атаки. Тут человека будут атаковать сущности низкого порядка. Создание, давайте так, сущности это не то, нет, там создания будут. Так, это по первому у нас варианту. Стабильность рода утрачена. Здесь человек, который может рассказывать, что он из великого рода, а по факту она же и есть, я же сказала, тем слабым звеном, которое род свой на уничтожение ведет. Напишите мне, как у вас вообще проигрывается этот вариант. Так, второй вариант. Будем к нему переходить.
что здесь у нас? О, отличненько. Просто замечательно. Ах, красота красивая. Здесь женщина, которая очень помешана на том, чтобы стать женой. Но знаете, не сколько женой, сколько наполнится энергией. Знаете, что ожидает эту женщину? Она получит, простите меня, пиздец по всему, что ей, когда бы то ни было, приносило хоть одну копейку. И здесь полное уничтожение финансового канала. Эта баба слишком много просила у высших сил. И она считала себя сильной. Скорее всего, до того, как встретила вас. Потому что она вроде как бы все просчитывала. Вроде бы как бы что-то и делала. Как бы и получалось. Прогнуть пространство и добиться своего. Здесь все ради денег. Я буду притворяться любящей ради денег. Я буду сосать, как ты хочешь, лишь бы у меня были твои деньги. И здесь женщина, которая на самом деле, кроме как постель, не умеет больше никак заинтересовать мужчину. По факту ей нечего давать, здесь женщина-вампир, которая вампирит все ресурсы с мужиков. И еще момент следующий. Эта женщина не умеет быть благодарной ни людям, ни родственникам, никому. И даже тем силам, к которым она обращалась. И вот эти силы к ней выйдут. Она побежит быстренько что-то делать, побоится упустить шанс. Будет принимать решения на ходу. Но она упустит момент. Она уже этот момент упустила. Та магия, которая придет в жизнь этой барабульки, заставит ее посмотреть вовнутрь себя и понять, кто она есть на самом деле. Здесь женщина, которая, по сути дела, не знаю, может, ее мать такому учила, то есть такие приоритеты в бошку вбивала с самого ее детства. Я знаю, воочию видала таких мамочек, которые разукрашивают свою дочь в 5 классе как последнюю шлюху. И учат прям вот так и говорит. То есть ты должна уметь торговать еблом, и с помощью секса получишь все, что хочешь. Повторюсь, это дети 5 класса. Итак, здесь женщина, которая вообще не понимает, кто она и что она, где истина ее желания в жизни. И то, что надиктовано ее матерью, обществом, ее прихотями, я не знаю, всем остальным, понимаете? Она здесь как будто учится узнавать себя, саму себя. Но это будет через магию. Дары определенным силам. Ну, понимаете как? Она ставит цель, она идет к ней, но она прогнула пространство слишком. Вот с той силой, с которой она его прогибала, отдача там чуть будет увеличена. И
получит то, что заслужила. Знаете, что я хочу вам сказать? Я сейчас скажу вам следующее. Почему я сделала оговорочку по Фрейду насчет бывших и их шкур? Здесь такая ситуация. Здесь женщина, которая всеми силами пыталась стать вами, скопировать вас. Это из области, знаете, девочки, у кого свои каналы, как у меня, вот она вас смотрит и пытается стать вами. Но она хочет вашей жизни. Она не предполагает, что за этим стоит. Так вот, ей дадут ровно то, чтобы ее вывести до вашего уровня. Она же этого просила от Вселенной. Ее будут вести очень тернистым путем. С писюнов мужских спрыгнет. И, скорее всего, не потому, что сама захочет, а потому, что ее никто не будет хотеть. И тут дама начинает идти в религиозность у нас. Если хватит ума, пойдет правильно. Если не хватит ума, непосредственно к Абаре пойдет. То есть в храмах далеко не то, что вы себе представляете. Это если в христианском плане. Здесь баба еще может дальше продолжать магичить на вашего мужика, для кого актуально. Но здесь работа через через эгрегоры идет. Я, говорит, буду учиться с черными и с белыми работать. И я хочу фортуну, детей, стать императрицей, справедливости. И буду, в общем, учиться защищать себя, свои границы и тому подобное. Но дело в том, что, я повторюсь, вот эта баба, здесь проходит баба, и это женщиной назвать нереально, которая очень хотела стать вами, ей Всевышний предоставит такую возможность с этим Самайном. К ней выйдет ровно столько, чтобы она смогла обучиться. А уж успеет ли она эти уроки воспринять, это уже вопрос 30. Почему? Потому что, сами понимаете, факторов, которые должны совпасть, их практически миллиард, еще немножечко. Это история воспитания, детства и проработки себя, и те знания, на которые ты натыкаешься. Вы же понимаете, что одного человека выведут на истинного духовного учителя, а второго заведут в болото и в секту. И просто воспользуются им. И здесь человек очень много чего переживет из того, что пережили вы. Но дело в том, что знания она так и не получит. Нет, не получит. Она не справится. Ой, вторая луна к нам пришла. Она не справится с теми оборотами, девочки, с которыми справились вы. Потому что я еще раз повторюсь, и не устану это повторять, прежде чем несанкционированно лезть в чужие финансы, в чужую жизнь, в чужую семью, вообще в пространство, просто срать человеку, подумайте, кто за этим человеком стоит. Это первое. В плане силы, истинной силы, я сейчас не о связях,
вышестоящих органах. Это ни о чем. И задайтесь вопросом следующим. Чем добрые люди выгодны темным? И почему темные с ними сотрудничают? И то не с каждым. Есть реально люди, которые не сочетают, они не могут этого сочетать. Есть те, кто могут сочетать, а есть те, кто не может этого делать, и они просто только со светлыми энергиями работают. Либо же, если с темными, то крайне редко, а в большинстве случаев там 3% из 100 это с темными, а вот 97% со светлыми. А здесь баба будет учиться словить баланс 50 на 50, а это очень тяжело. Потому что эта женщина не предполагает, какие грандиозные трансформации проходит душа, физика, сознание элементарно. Начнется все с сломки сознания. Здесь дело в том, что знаете, что не справится с оборотами? Здесь ее предки, именно мир мертвых, ее предки, дело в том, что силой будут гнуть, вот как она силой гнула своих предков и силы к кому обращалась, с такой же ударной волной, даже чуть больше, эта баба будет получать по загривку от своего же рода. Почему? Сейчас объясню. Потому что родовой ветке проще пожертвовать ею, чем новыми из рода. Чтобы дальше по роду это не пошло, просто застопорить на ней это все. Дабы, знаете, как раковая опухоль, вот эта гниль не расползлась дальше по крови. Так что вот так вот здесь по этому варианту. Девочки и мальчики, никто ничего не пишет, у вас не отыгрывается. Тут я все карты соберу от этой женщины. Нормально так к ней выйдет. Нормально. Пускай бежит. Это человек, который просто на скоростях, на всех. И, кстати, здесь она еще будет с помощью христианского эгрегора пытаться тоже привороты лепить. Ну, то есть, понимаете, у человека вот такое вот сознание. То есть, я должна управлять с помощью магии хотелками и получать то, что мне надо. Итак, третий вариант. О, папа-папа-пара-папа-па. Ага. Ага. Так. А ты кто? Показали-то вот так вот тебя. Угу. Так, ребята, третий вариант. Здесь те люди, которым вас заказывали. У человека больше не будет заработка через людей, которые бы приходили к нему за услугами в магии. Здесь у человека провалится его план, он напланировал себе чрезмерно дохуя и еще чуть-чуть на этот праздник, но дело в том, что не суждено этому сбыться. Здесь проигрываются как мужчины, так и женщины. Если женщина практик, оно такое, знаете, восседающая на троне, но ленивая. Если мужик, привыкший брать блага чужие, седлать лошадей и уебывать, простите меня, подальше за горизонт, вот туда в закат. То есть хапанула, съебал. Баба такая, да-да-да, я сделаю, и просто даже не парится. И я не удивлюсь, если она вообще ничего не делает из ритуалов. Если и делает, они уже сейчас не работают, хотя трудится изо всех сил. Так вот, здесь не будет обмена, здесь не будет поездок, здесь была выездная ритуалика к своим клиентам. Поездок не будет, обращения не будет, все будет стагнация и в болоте пребывать. Человек не в состоянии принять определенных решений, дабы самого себя вывести из стагнации.
Соответственно, в ближайшее время он будет недоволен тем, что он имеет. Вот так-то. Понимаете, здесь, чтобы освободиться человеку от этого, нужно будет чем-то пожертвовать. А вот такие люди, они жертвовать не любят. Это не для них. Здесь любители крадников, стягов, чужих благ. Так. Обмен энергиями перекрыть с высшими силами. Все. Диндон. Здесь четко и лаконично. Здесь углубляться просто не во что. Здесь люди, привыкшие жить... Короче, хватанул разульку, понимаете, и почиваем на лаврах. Дар был, но сплыл. Все. Люди как просто слили это. Ну, что по поводу работы? Нет, все. Там уже приличная толпа по их душеньку стоит за пределами определенных энергий в их пространстве. И они трудятся, работают. Вот если кто обращается к такому практику, их магия просто не работает. Вот и все. Так. Четвертый вариант – недоброжелатели. Что они открывают? Опа-на! Опа! Ой, как хорошо! Ой, как замечательно! Так, о, прелестно, прелестно! Просто неимоверные чудеса. Ага, ага, ага. Значит так, здесь у нас... Подселенцы, неупокоенные, демоны, бесы, лярвы, ненужные траты, полное обнищание физики, здесь по здоровью провал, по деньгам провал, в духовности вверх. Сейчас объясню. Здесь человек делает выводы о том, что он тратил деньги, ресурсы, время на ненужные отношения в своей любви. Здесь человек как бы и хотел бы стать порядочным. Вот здесь, видимо, те, кто заказали бывших, заказали. Вы слышали вообще, что я сказала? Заказали. Кому вы их уже заказали, девочки? Могут проходить бывшие, но не обязательно. Есть у мужика потуги стать порядочным. Но за счет влияния на вас он полностью под подавлением бабы, которая его привязывает. Открестится от одной, будет вторая, потом третья, да хоть 154-я. Каждая из них будет ходить налево, изменять ему, пользовать его и держать в неведении. Здесь человек, как знаете, уже б и рад. Такой, да-да-да, я собрался, я сделал выводы, твою мать, что же я наделал? И только он об этом подумал, оп, и подпоили, оп, подмешали, оп, запрыгнули ему на член, и он растекся в блаженной неге магии, подселов и всякой остальной гадости. Здесь человеку просто не дано выйти из этой закольцовки. У него нету на это ни сил, ни энергии. Здесь фюфля, которая, понимаете, без баб ни черта не может, но при этом их унижает и обесценивает. И мужик понимает, что его влечет какой-то силой, что он делал не тот выбор, и вроде и не та баба, и не туда я хочу, но идет. Понимаете? Безвольное существо.
Здесь еще больше будет, понимаете, здесь вот как будто что-то там где-то у него, он очнулся, и вот второй вариант, вот эта кобыла может порадоваться, ее работа работает. На вот эту фюфлю работа легла, ну не факт, что эта фюфля с ней будет, может еще лично в отношении этой кобылы и взбрыкнуть. Понимаете, здесь... на лицо вот человека, понимаете, по второму варианту кобылину род дает в уплату, все, долго. Вот она, ее жизнь, ее это воплощение, как бы вот так ее закрывают от будущего, вот она здесь. И говорят, не, ни хера, у тебя не будет вот это, вот у тебя до хера чего, блядь, не будет, ты вот тут вот давай теперь разгребись, и пусть на тебе это все и сгниет, чтобы оно дальше не пустило гадости. Вот здесь по четвертому варианту я вам хочу сказать так. Здесь налицо человек, который может с одним и тем же уроком на вот эти привороты, опои, окормы и сидение под маминой юбкой сразу, а потом под юбкой той, которая больше денег ему даст, и получше диван, чтобы он продавливать купит ему. Он может так воплощений 12 жить. Вот реально, и ему как-то вот, удобняково, видимо. Здесь, понимаете, круговорот говна в природе. Больше ничего не скажешь. И здесь вот реально ничего нового. Мне кажется, я вам ничего нового здесь не рассказала по четвертому варианту. Вы уже и так эту схему прекрасно видели и ранее. Здесь только усугубление этого. Пожалуйста. И карты созвучные со вторым вариантом. И смотрите, уход в магию по справедливости. Значит, на вас эту белиберду делал. Да, еще и как. Еще и на детей это повлияло. Кстати, если кто смотрит на бывшего, ему там поднавесят отличным еще моментом. Это так, это только начало. Потому что последствия вот этого круговорота, там же ж не просто так ты бегаешь по кругу. Тебе же каждый раз новые препятствия, понимаете? С новым кругом новые виражи и новые впечатления появляются. На ребенка, коль его магия попадала, девочки, все это будет снято. То есть за ребенка не беспокойтесь. Тут по справедливости ему эта вся магия валит. И еще и мир мертвых, и еще и предки духи его рода. За то, что работал. Работал по вам, вас хотел 8 мечей в самоограничениях, чтобы вы сидели, самобичевание, это, допустим, самонакруты. Там сидели, думали, гадали, а с кем повоевать, или, допустим, треугольник, возможно, устроить, допустим. Короче, чтобы вы сами из брака ушли, как вариант, поняли меня, да? Вот, здесь, кстати, работу ему совместную перекрывают. То есть, люди от него отворачиваются, его больше, в нем больше никто и в его услугах нуждаться не будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь мужик из области, короче, здесь баба вот это с писюном, его вырастили как бабу, понимаете? То есть здесь отец не прикладывал особых усилий, даже если он был. Воспитание этого мужчины. Здесь выросла бабища, такая же недолюбленная, видимо, как и его маманя, не знаю я. Но это факт. Здесь просто баба. И вот эта баба, ой, у меня все равно будет идеальная женщина, такая, какую я хочу. Я, значит, ей буду ни хрена в нее не вкладываться, она все сделает сама за меня, и еще деньгами меня и мою мамашу обсыпет. Понимаете, здесь из области... судьба все равно ко мне будет благосклонна. Да хуй тебе на воротник, сука, нет. Вот тебе, блядь, благосклонность. Опои, окормы, привязки, пожри менструальную кровь, выпей с борщиком, блядь, и закуси щепоткой земли с кладбища. Дебил. Вот реально, понимаете, вот,
Блядь, вот тут такие мудацкие, вот баба, блядь, с хуем и с писюном. И ведет себя как баба, обиженная, нихуя не хотящая делать. Как мужчина это ноль, оно не приспособлено. Здесь куча магии, приворотов, каких-то, блядь, лярв, подселов, неупокоенных душ. Это просто трэш какой-то. Ну, мамаша, кстати, его копыта откинет, и тогда... А что тогда? О, да там, чтоб еще, девочки, там, я вас умоляю, даже если от мамаши, от его магия с него спадет, или от какой-то бабы другой, здесь столько надо будет всего пройти, там еще куча намагиченного. То есть, понимаете, вот эти апоя-кормы, это всего лишь вершина айсберга. Там очень много чего делано ему было помимо этого, чтобы он сидел и деньги только к определенной письке приносил. Вот сказать вам честно, с чем у меня ассоциируется это все. Фу, блядь. Вот возьмите ведро, туда, извините меня, налейте гноя, блеваните, накидайте опарышей. Вот это внутри состояние человека такое. Знаете, аж мерзко, блядь, от карт. Там что только не привязано, блядь, не сделано было ему. И это все по справедливости. Потому что он, видимо, тоже влез, куда не следовало влезть. Как с такой, блядь, торкнутой психикой лезть в магию? Когда ты проходишь свои виражи, ты однозначно, ну, тебе перекрывается ход в эту магию, а люди в основном в нее и впадают вот в таком состоянии, понимаете? Вместо того, чтобы проработать себя, они не проходят вот это искушение, потому что всегда попадается ситуация такая, типа, о, хочешь побыстрее решить, сейчас магия тебе поможет в этом. И такие люди соглашаются и, по сути дела, продают себя. Ну, короче, опять же таки лирика. Сейчас передохну. Да, Надежда, первый вариант это мать четвертого варианта. Ну, оно так и есть, реально. Да, и напередок. А здесь я вам хочу сказать, что напередок слаб, ну, все 4 варианта. С передком у них проблемы. Вот смотрите, девочки, да, здесь мамаша, шкура, практики и оно, ширпотреб. Но по четвертому варианту может проигрываться всякий мужичонка. Бывает такое, что и адекватное. Вот третий вариант скатывается в четвертый. То есть ситуации разные. Теперь я посмотрю, что здесь будет. Вот из этих вариантов вы один выбираете для себя. И сейчас буквально чутка я уделю время для тех, кто у меня на чистках, на Самайн. Чисто быстренько, что у нас здесь? Угу. Так, это ж, понимаете, не для всех. По поводу счастья, радости, давайте так скажу, чтобы не обозначать определенные цели. Все будет хорошо, потому что здесь выйдут определенные силы.
которые разрушат фальшь, обман, двуличие, вероломство. Тех, кто вносил девятку жезлов, якобы победить вас, напуская иллюзии, обман и тому подобное. Здесь выпадает король Пентаклевый, который хотел забрать ваш ресурс. Получить вознаграждение за ваш счет. Но дело в том, что с помощью взвешенного решения ваше благосостояние и финансы все равно будут в безопасности. То есть здесь не получилось забрать финансовый поток. И момент следующий. Прежде чем браться за что-то, осознайте, что ваше сердце подружилось с вашим разумом, что если вы что-то делаете, то потому что вы этого хотите. Здесь, конечно, такой вариант. Здесь мороки, оморочки. Здесь как будто бы лишили фантазии. Вот этот джекпот у нас пошел. Так, ну давайте, раз все это повыпадало. Так, еще раз король Пентаклей. С погостом, вопросы с погостом на ура. Для кого актуально. Здесь попытаются вас еще как-то у вас что-то забрать, но дело в том, что тут сразу же накроют через четверку кубков, долго рассказывать не буду. Апатия, бухло, христианский эгрегор, привет, здравствуйте. Он же нам, собственно, в помощь тоже будет. Знания ожидайте здесь. Здесь определенная сила, которая выйдет. Каждый из тех, кто у меня, у вас она своя. Вы каждый знаете, о ком я говорю. Я просто знаю о ваших всех, кто к вам выйдет. Здесь смотрите, вот те, кто хотели ваше забрать, они-то и не унесут, просто не поднимут. Это факт. И здесь выпадает такой аспект, что, ребята, знания будут однозначно, это да, но здесь нужно помогать тем, кто идет за помощью. И тогда вы получите вознаграждение. То есть те, кому это надо, вы меня услышали. Но и опять же таки, не нужно помогать абы кому. То есть нужно все равно фильтровать тех людей, которые приходят к вам за этой помощью. Вот так вот. Тут по астральному плану еще вам все покажут. И дальше вникать не буду. Я потом в записи посмотрю и каждому отдельно напишу там по значению карт. Потому что под все, ну, как бы расклад общий, там для каждого они будут свое обозначать. Итак, ребятки, едем дальше. Теперь то, что выбирали вы здесь по вариантам. Давайте начнем с первого. О, первый вариант, кто выбрал. Что мне вам сказать? Счастливчики, блядь, да? Кто вам насмерть делал? Вот реально, вам делали здесь насмерть, девочки. Здесь очень и мальчики очень хотели, чтобы вы ушли. А здесь королева жезлов говорит, да, сейчас, еще, блядь. Нет, значит так, здесь что к вам открывается, что вам будет дано в тот период, когда этот портал откроется? Во-первых, ожидайте мужчину в своей жизни. Мужчина дело, а не балабол. Какое-то значимое событие, значимый человек появится в вашей жизни.
Здесь вы победили ситуацию, когда вас хотели пустить по течению Стикса с Хароном. Давайте я вам так скажу. Здесь ну, не сработало, короче. Дали вы пендюлей, отрезали от себя, закинули человека в жесткие проработки и закинете еще больше. И да, здесь люди, которые пошли по головам. Но вы имели на то все санкции, потому что, я повторюсь, здесь было делано вам насмерть. То есть, собственно говоря, церемониться дальше вам не надо. Это ваша жизнь. Девочки, ох, кому-то мужик идет. Ох, просто персик. Еще и с любовью. Короче, для кого не мужик, это ваше дело какое-то. Либо же это вы станете королем Пентаклей вашим делом. Но здесь человек, который ведающий, которому делали насмерть, который все это поотрезал, врагов закрыл, запечатал. Но по головам вы прошлись реально. Здесь человек, который срезал границы и сказал так. Ну, блядь, я, конечно, божий светлый одуванчик, но ёб вашу мать. Люцифер, алло, давай-ка как-то порешаем с тобой эти вопросы, ибо заебали. Ну, это я так, конечно, утрирую, прикалываюсь и включаю сарказм, вы же понимаете, да? Ну, чтобы вам было понятнее. Да, здесь вы спокойно оценили происходящее и преодолели этот кризис. И преодолели тем, что перестали наказывать, винить себя за то, что вы отстаиваете свою жизнь, свои границы теми методами, которыми вы посчитаете верными отстоять. Зачастую на такие действия, на такие санкции даются разрешение свыше, и вы понимаете, когда это можно делать. Так что... Так что как-то вот так вот. По первому варианту, ребята, я же говорю, счастливчики, поздравляю. Едем, второй вариант. Что у вас тут в портале откроется? Кстати, по первому варианту, ребятки, возможно, будут вам, знаете, как доделывать именно в Самайн, чтобы типа выпустить вот это все побольше на вас. Результат тут же, не заставить себя ждать. По второму варианту, что тут вы себе открыли? О, девочки, мальчики, вот здесь прям, ну, бегущая строка на лбу. Здесь прям борьба, блядь, была за то, чтобы получилось родить ребенка. Вам прям как подарок дадут. И мне идет, знаете, какое имя? Божена, Богом данная. Вот почему-то мне вспомнилось. Здесь вот прям вот Богом данный ребенок будет. Это для кого актуально с детками. Здесь кто-то мог внедряться в вашу семью. То есть пытались рассорить с мужем. Именно снять вас с пьедестала матери и жены. Прям борьба была, понимаете? Вот кто-то вас постоянно дергал, таскал, знаете, как подставлять могли. Допустим, там те же свекрови есть чеканутые, блядь. Тебе одно сказала, твоему мужу второе на уши там напиздела, короче. И довольная легла спать, прибухнув венца с-под дивана. Понимаете, а вы, получается, ругаетесь. Вот здесь что-то такое. Здесь будут подарки, премии, и особенно все, что касается наследства, дома, либо же от рода. Здесь маски сбрасываются с тех людей, которые вам заподлили. Да, еще и тайна, и еще... Ой, мать вашу. Слушайте, здесь тоже реально кому... Вот здесь тоже подарок, девочки. Я не скажу, что... Вот подарок, блядь, ребенка здесь кто-то очень хотел. Вот прям очень сильно. Не получалось, не могли. Здесь вы как будто сняли с кого-то маски, выявили. Понимаете? Вот это пятое колесо, блядь, которое хромает.
Здесь вы в что-то долго вкладывались, но были тайны. Вы подучились, видимо, и дали пропиздона тем, кто влазил в ваше пространство. Кто мешал забеременеть, кто пытался разрушить ваш брак, рассорить вас с мужем и тому подобное. Здесь все по справедливости. У вас знания есть, вы получили эти знания, вы вкладывались в эти знания. Вы хотели этих знаний, вы достигли своей цели, достигнете. Вот это вам подарок прям идет из этого портала. Подарок. Ладно, ну давайте. Долго просили. И вторая карта справедливости. Короче, кто бы что из вас не просил, за что бы вам не приходилось бороться и доказывать, что вы не конь, не еще там какое-то животное, а человек. Причем долго ситуация это длилась. Даже здесь вы не понимали, кто вам вредит. Здесь как будто под тайной это все было сокрыто. Вот вы сорвете маски и будет... Да, здесь подарок от рода, девочки, мальчики. Кто что бы там не просил. Да, здесь нападки были. Здесь, чтобы вы сами себя съедали и психологически вас могли путать. Знаете, как манипуляторы действуют? То есть, я же говорю, то есть вам говорят одно как бы, а потом нет, я этого не говорил. Ну, короче, вы поняли, о чем я. Не хочу сейчас там в детали этого всего глубоко лезть. Второй вариант, я вас сердечно поздравляю. Здесь прям вот кто-то, ну вот реально ребенка очень хотел. Вот, будет вам прям подарок. Подарок по-другому не скажу. Итак, третий вариант, Диндон. Третий вариант. Эй-эй-эй-эй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О-ла-ла. Короче так, третий вариант. В лучшем случае люди находятся в проработках себя, решают вопросы со своими иллюзиями, прорабатывают свои прошлые ошибки, достижения, планы, цели и т.д. и т.п. А сопоставляют, что я вот это делал, допустим, потому что вот на меня было влияние, здесь я замечтался, здесь я просто сам ложепорил. И нам надо вылазить из этой ситуации, предки рода вам помогают. И следующий вариант. Какая здесь тварюка творила, блять, магию паскудную, вам пиздец. К вам тоже выходят предки духи рода и вас заставят вылезти из-под всего вот того дерьма, которое вы накидали на других людей. Вот так-то. Помните второй вариант из первых 4? Здесь люди, которые... Девочки, давайте вот и мальчики, я не буду сейчас тут приукрашать как-то. Здесь есть такой аспект, как вы грешили такими вещами, как зависть. Это лайт-версия. Было и такое. Но здесь нужно прорабатывать именно тот путь, который вы сами себе выбирали. Понимаете? И почему вы принимали то или иное решение, каких знаний вам не хватало, в какой-то дружбе, в каком-то союзе, кому вы дорисовывали те качества, которыми люди не обладали. И поиск у вас был труден, любви, работы, друзей, понимаете? Магия присутствует, вам нужно вылезти из этой магии. Ну а те, кто четко знают, что они набокопорили, здесь, я еще раз повторю, здесь предки рода просто человека закидывают вот эти все обороты, и на нем захлопывается вот так вот этот урок. Человеку многие блага и многие перспективы будут закрыты. И под вопросом, что с его детьми будет дальше. Это в худшем аспекте. В лучшем аспекте, ребята, вылезете, не вылезете, дальше себя просто жрать начнете.
Здесь вот в этом случае нужно работать над собой, над тем курсом, который вы брали. Допустим, я вышла замуж за мудака, потому что мне был сделан там приворот и тому подобное. Вот, сука, блядь, он, сука, блядь, его мать, сука, блядь, жизнь. Нет, господа товарищи, первый вопрос, который вы должны себе задать. Собственно говоря, какого хера ко мне притянула эту магию? Ага, значит, она была на мне. А почему она была на мне? И пошло сопоставление, блядь, начиная от первого дня, когда вы поняли, что вы запоминаете эту жизнь. То есть всегда есть такой триггер, когда вам определенное количество лет, и вы вот, хоп, я этот момент запомню на всю жизнь. А до этого вы не помнили свое детство, там, первые 3 года, год и тому подобное. У каждого по-разному. То есть вы поняли. И вы начинаете откатываться прям вглубь этого всего, и по итогу, о чудо, господа, вы осознаете, что 80% всего дерьма – это ваши ошибки. А лишь 20 из них – это все остальное. Карма, род, мужики-пидоры, бабы-суки, мне не везет, я проклят, блядь, полоса неудач, егильеты и тому подобное. То есть поняли меня. Здесь вот кто-то написал, я первый и третий вариант загадали. Значит, вы где-то между этими уроками. Из точки А в точку Б. Вот так-то. Без второго варианта. То есть по этому варианту я больше ничего здесь сказать не могу. Здесь просто проработка. Здесь становление личности. Здесь разгребать. Это пласты, но это урок от рода. Вот пройдете или нет, это уже вопрос интересный, но вылазить придется. Здесь кто магию на кого делал, там я уже сказала в первых 4 вариантах, что там. А вот для осознанных, которые просто вот в проработке себя, ребята, здесь вам просто нужно обозначить вот те камни, которыми вы сами себя закидали, либо вас жизнь закидала, выбрать для себя цель и понемногу начинать их разгребать. И не давать никому больше вас закидывать сверху. Обдумывайте свои цели и направления своего развития. Не плывите по течению, понимаете? Не плывите. Само приплывает только говно, за жемчугом нужно нырять. И вы полностью всего достигнете. Вот хочется, чтобы вот здесь были осознанные люди, которые просто в периоде становления, когда вы начинаете сопоставлять, а что есть магия, откуда она приходит, а как она сработала, а почему она на мне сработала, а для чего она на мне сработала, и по какой причине мои предки разрешили этой херне случиться. Понимаете? Потом окажется, если копнете, вообще глубоко уйдете, что там в какой-то жизни вы просто убивали монашек, насиловали, резали детей. И вы придете к этой осознанности. Но это уже для тех, кто готов это осознать. Те, кому это не надо, туда не лезьте в прошлые жизни. Потому что, поверьте мне, ни черта вы слишком хорошего о себе не узнаете. А психика может съехать. Поэтому будьте осторожны на виражах. И тут по этому варианту еще я из этой колоды не добавляла. Ой, да, ребята, здесь у вас предки рода за вами смотрят. Они вам будут подсказки давать. Да, здесь осознание себя, здесь человек должен принять свою силу, отказаться от любятины, либо уйти из эгрегора, попасть в магию, понимаете, и под влияние магии, дабы осознать, кто он есть на самом деле. Здесь и обучение этой магии, здесь и почему мне идет сватовство. Знакомство с погостом и, ну, вы поняли меня, обмен энергиями, силами. Здесь человек должен научиться любить себя и узнать, кто он есть. Вот так-то.
Поэтому... А свеча догорела, я, кстати, не помню, на каком варианте. И вообще, на каком раскладе она догорела. Свеча будет нам во благо. Здесь ритуал на блага. Определенного толка. Для каждого из вас они будут свои. Кому-то необходимы деньги, кому-то немного здоровья, а кому-то просто, чтобы наконец-то появился ребенок, который улыбнется и скажет мама и папа. То есть там по одному из вариантов прям очень кто-то ребенка ждет, хочет и уже не знает, к кому и обращаться, и у кого выпрашивать из высших сил, и что сделать для этого. Вот так вот, ребятки, Самайн открывает вот такие прекрасные энергетические врата. Встречайте. Вот. Это не умаляет того фактора, что нужно все равно даже для профилактики себя обезопасить, потому что, знаете, да, конченые... Они и в Африке будут конченными. Они не угомонятся. Если есть у вас какие-то вопросы, пишите, я отвечу. Посмотрю, может, что-то подгляжу из колоды. Девочки и мальчики, всем во благо. Встретимся мы с вами в ближайшие, через несколько дней, потому как мне нужно завершить работу. Вопросы есть? Будут? Или никому ничего не интересно? Кто насчет записи? Кстати, кто-то писал, что высшие силы не дают мне установить Telegram, чтобы с вами связаться. Высшие силы препятствовать не будут таким вещам, поверьте. Им вот делать нечего, чтобы мешать. Это вам кто-то мешает. Еще учтите моих доброжелателей, которым очень не нравится то, о чем я вещаю, как я снимаю с них. Потому что они сидят и реально понимают, что это о них разговор идет. Они сидят, сами там что-то лопатят, некоторые из них осознают даже, но, понимаете, вот тоже вот эта вот бывшая бывшего, она вроде что-то там и смекает, блядь, своей кукушкой тормознутой, но ее планы на ближайшее время все равно гнуть эту магию любятинскую. Ну, блядь, ну какое обучение, ребята, о чем вы шепчете? Так что... Так, вопросы есть, девочки и мальчики, или вы пишете? Маякните мне. Дайте мне знать. Ольга, да, я помню, что вы писали. Это не высшие силы. Поэтому это нужно как-то решать другими методами. Ребята, тут кто-то пытается скрыться. Скрыться от вас, чтобы вы не поняли, кто магию накидывает. На сердечную чакру подключки. Королева кубков с первого варианта. Свекровь, бабка, тетка, старческая маразматичка с идеей в башке. В любви тяжело. Так, девочки и мальчики, мне с вами тоже приятно, но вопросы-то есть? Оповещение, ребят, я не знаю, что с оповещениями, я повторюсь еще раз. 2 дня запись,
то, что с моих других каналов. Поняли, да? У меня было еще 2 канала, кроме этого. С них я ролики вкидываю на этот канал. 2 дня ролики с тех каналов, с прошлых записей. День я выхожу в прямой эфир, вот как сегодня. Вот завтра, послезавтра будут идти записи. Потом я снова выйду в эфир. Вот, возможно, поэтому и не приходят оповещения вам. То есть, и за сегодня, ну, о том, что в прямом эфире, допустим, это у вас оповещение должно было прийти, что прямой эфир начался. А там YouTube чудовеет. А бывает, что и не YouTube чудовеет. К нам ко всем много кто бьется. Вот я же говорю, там счастливчики по первому варианту, сразу все понятно. Делано было насмерть. На то, чтобы вас извести. Ну что, ребятушки, раз вопросов больше нет, тогда я с вами буду прощаться. Всех благодарю за обратную связь, за ваши комментарии. Обращайтесь, кому интересно. Скоро у нас будет новолуние, полнолуние. Там дальше я тоже запись веду, потому что сейчас такие энергии интересные, когда нужно заранее чуть подготовиться, а не с бухты-барахты и нахрапом брать. Тогда больше толка от работы получается проведенной. Короче, кому интересно, обращайтесь за консультациями. Всем желаю приятного Самайна, замечательных энергий. И настраивайтесь на род на свой, на родовую ветку. Они вам, вот кроме вот этой барышни, второй вариант, да, и, короче, вы поняли, то всем остальным, я думаю, родовые приведут хорошие энергии и новости. То есть в любом случае информация от них вам будет, не во вред. Я не знаю, Наталья, какие ритуалы вам лучше провести в Самайн. Это нужно понимать, кто вы, чем вы занимаетесь, какой у вас уровень и что вы вообще хотите. Это все нужно диагностировать. У меня свои ритуалы в Самайн. Я по энергиям смотрю. Кроме Самайна и Колеса года есть еще очень много дней в году, когда очень хорошо делать определенные ритуалы. Их предостаточно, этих дней. Все, хорошие мои. Тогда всем пока-пока. Благодарю за внимание.